Дорогие друзья, сегодня мы в гостях у Игоря Кабаченко. Те, кто следит за моим каналом, наверняка помнят последнее из видео «Будни дозиметристов объекта укрытия». И в комментариях мы настойчиво просили поговорить с камикадзе Игорем Кабаченко. Игорек, кстати, знаешь, что хотел у тебя спросить? Я, наверное, тебя спрашивал, и ты мне отвечал, но я вот забыл со своей чернобыльской памятью. Почему Гоша? Вроде Игорь. Папа так назвал. Вроде... И все. И никаких больше объяснений. А Игорем кто назвал? Мама с папой, но впоследствии, когда уже 12, 13, 14 лет, папа стал Гошей называть. Почему, не знаю. И все. Только поэтому. Вот так вот. Получается, вернулся в свой родной город. Ты здесь родился? Да, я здесь родился, я здесь вырос, учился. И что тебя понесло в каком? 92-м году? Как ты оказался? Длинный рубль, перспектива получить квартиру. В Полтаве это было невозможно. Я встал в Полтаве на очередь. А где ты работал в Полтаве? В автобусном парке. В автобусном парке. Водитель автобуса. То есть ты закончил какие-то курсы там? Ну конечно, я после армии пришел, пошел на курсы трехмесячные, закончил курсы и пошел работать на автобусе, кататься. Маршрутный по городу, да? Нет, по районам, по близлежащим, по Полтавской области. Так ты водила? Да, потомственный, 2 дедушки и папа. Ого! И вдруг тебя свернуло в атомную, даже не в атомную энергетику? Это впоследствии работы атомной энергетики скорее. Ну, естественно, тетя работала на станции, и узнав какие перспективы, то есть хорошая зарплата, да, большая возможность получить квартиру. Ну, 92-й год, да, еще достаточно более-менее спокойно еще можно было получить. Ну, я даже в 95-м получил. Однокомнатную малосемейку получили, там, потом впоследствии приватизировали, потом поменяли ее на двухкомнатную. То есть так и получилось. А ты в 92-м куда устроился? На объект укрытия. Ну вот у нас, да, СРБ-2 называлась, Корнеев Артур Анварович был начальником цеха. И в группа радиационной, контроля радиационной безопасности основного блока, вот так вот называлась. Почему основного, я так и не понял, до сих пор не понял. Ну да. Но укрытие один блок, разрушенный. Да. И он же основной. И он же основной, да. Ну зато звучало основного блока. В отдел кадров Славутич находился, пришел в отдел кадров, меня направили непосредственно на консультацию. Не на консультацию, скорее на, как это называется? Собеседование. Вот, на собеседование, да. К Артуру Анваровичу. Он направил меня, говорит, вот у меня есть подполковник Петров Андрей. Отчество забыл. Он подполковник химических войск. А так как я служил в отдельной роте радиационной химической разведки, он со мной побеседовал, в мои отсутствие вообще каких-либо знаний по радиационной безопасности, перенял меня на работу. Как раз в этой группе было просто свободное место, и туда я попал. И первое впечатление, как сказать, о страхе, о радиофобии. Я сел в автобус, сидят 2 женщины, а со мной ехал тогда Громов, позабыл уже, как зовут, Николай Васильевич. Он тоже был подполковником химических войск. И его женщины спрашивают, а кто это молодой человек? А это к нам в группу. А они тут такая, а смертник. Ну здравствуй, смертник. Да. И как-то вот работать, энтузиазма немножко поубавил. Нормально встретили. Да, но на блок меня не пускали, по-моему, 3 месяца. Через 3 месяца я попал... Сидел на острове, да? Нет, на БК-3. Я там учился картограммы снимать, спекации рисовать, ну, то есть теория. Измерения, практику, почему? Практику. Там как раз проводились дезактивация вентсистемы проводилась, разные участки там точечные вырубывали, что-то освинцовывали, что-то делали, я тогда еще не понимал, что делать. И через 3 месяца уже первый вход на блок, это был шоком. Это заходишь, этот специфический запах пылеподавляющего состава, все розовое,
А, ну туда часто же И проводили. все разрушено. Вот везде следы разрушения, следы. Опять же, фанатам страшно или не страшно по поводу мощности дозы Мгм. гамма-излучения, будем умно скажем, да. Страшно до определенных пределов. Вот ты измерил 20 миллирентген, все, что до него, тебе не страшно. Измерил 1 рентген в час, все, что до него, тебе не страшно. Также и 10 через 100 рентген, все вот в сравнении. Но первый раз, когда я шел и видел на приборе вообще миллирентген, было, ну, я уже через 3 месяца начинал понимать, что это большие цифры. Вот тогда возле порядка 50 миллирентген возле входа на блок было. Мгм. И вот, еще тоже по поводу радиофобии, ну это не радиофобия, скорее там, нормально, страх это нормальное человеческое состояние, плохо, если его нет. Да. На крышу, я очень боялся попасть на крышу, это был уже 93-й год. Красили Высота? блок. Нет, Или полей, именно? боялся полей, высоких полей. Потому что вот где-то все, что до рентгена, это все как-то измерял, все это у меня было там на регламентных обходах. Ну, то есть привычно. Да, а на крыше там до 10 рентген Ну, было уже, и это уже особенно для меня это... будки собачьи. Да, для меня это уже было вот так вот с ограничением, с каким-то. Я 2 года не мог заставить себя туда зайти. Потом зашел, нормально уже все стало. Уже это переборолось. Ну, ничего, Да, ничего не нормально. Я ничего не чувствую. Ну, на 10 рентгенах запах озона. Вот что это есть, что есть, то есть. Все, что выше 10 рентгенов, тогда был запах озона везде. Сейчас он пропал. Запах озона, как мне с Курчатова объясняли, он не при 10 рентгенах. Это просто поднималось из зала. У меня... При 1000 рентген. У меня это самое, как сложилось стойкое впечатление, что в тех помещениях или в тех местах, где фон больше 10 рентген, присутствует запах озона. То есть я технический процесс не сильно понимаю. Это я у них специально спрашивал, при каких полях, как вы чувствуете. То есть они мне объясняли, что и вот первые, когда ходили, как только запахло озоном, все, надо текать. Потому что поля около 1000 рентген. По запаху определяли, уже определяли его. Поэтому и пахло озоном вот на 24-ю, когда заходишь, в центральный зал. Ну да. Вот. Да, а оно оттуда уже. Внизу этого не было. Да. Внизу не было, одно вверху. Поэтому через крышу поднималось туда. Потому что конец 80-х, начало 90-х излучение еще мощное было. И озона было много. Свежий воздух. Да. Поэтому ты его на крыше и чувствовал. Классно. Ну, в принципе, дальше все было легко. Была ситуация, когда пришлось выходить, было отключение электроэнергии, и пришлось выходить, как это называется, по приборам. У меня был прибор ДП-5В. То есть как часто вы ходили? Я ходил ежедневно. Регламентные помещения, это было ежедневно, их было порядка 30 штук. Обход у меня каждый день доза. По каким отметкам и куда ты бегал? Ну, от минусов до зала. До 19, до зала, до 43, да, до 43, да. До зала, правильно. До входа в зал. До Свинцового мостика. До всякого мостика. Это каждый день, доза на маршруте составляла там 20, тогда еще приборы были другие, 20 миллибер я получал ежедневно. Ну и плюс же всякие внеплановые работы, которые в принципе предусмотрены там либо поступающей командой, либо служебной запиской, там, провести какое-то обследование для каких-то работ. Соответственно, идешь в помещение, которое не сильно знакомо. То есть есть базовая картограмма 87 года. До сих пор где-то там на блоке так и осталось разноцветная. И в ней поля указаны именно на тот момент, и там хоть как-то можно было прикинуть приблизительное время нахождения, там оптимальные маршруты прикинуть. Сразу от этого отталкиваешься и дальше уже по пути уже более точную картограмму снимаешь. Дозы как ты считал свои? Ну, для себя. Ну да, не скажу. На листочке записывал? А? На листочке записывал? Нет, зачем? Так одно в голове, там десятки легко считаются. Десятки. Ну да, потом, которые складываются нормально. Да. Да, говорю по поводу выхода по приборам. Вот отключили свет, я находился там в 207-х помещениях. Так ты один был? Да, регламентный обход. И у меня из фонарика только
на Шкала. ДП-5В шкала. Подсветка шкалы. Да. Да, я выходил долго, переступал, спотыкался, головой бился. Так подожди, а свет кто-то выключил или что? Аварийное отключение какое-то было. Я когда вышел, его включили. А так, чтобы фонарики садились? Чтоб фонарики садились, как правило, не было, потому что брали всегда по 2, по 3 фонарика, все время было. Ну, у меня такого не было. Запасливый. Кстати, там вот в том видео «Будни дозиметристов» там видно вот там красивый квадратный от фонаря, квадратный луч был, не круглый, а квадратный, там интересная линза была так. Потом больше нигде таких не встречал. А какого года, кстати, эта запись? 96-го. Так и правильно в комментариях, и Да, там кто-то ты написал подправил. 98-го, да? Да, ну я так примерно прикинул, какой год может быть. 100% 96-го. Да, ну замечательно. Но были ли какие-то экстремальные случаи? Были. Вот один поперся, заблудился. Нет, у меня был случай. А, кстати, как ты блок изучал? По экспликации себе? Да. Вот не был в этом помещении. Вот до этого знаю момента, до этого не знаю. Дальше не знаю. Вот, по экспликации посидели тогда с Русланом Келемистым. Ну, были ж молодые, сильные. Лоси. Да. Просто все остальные в группе, кто с нами работали, они уже много лет на укрытии проработали, и им нечего было изучать. У них опыт был. А нас вперед на замеры или, ну, можно сами сходим. Идите. Ну, только чтобы мы знали, куда пошли. Ну, в смысле, учителя, наставники наши, чтобы знали, куда мы пошли. Из экстремальных ситуаций в 92 году закрыли Славика Резина в маршзале. Через 3 часа спохватились. А он каким-то чудом или через какое-то технологическое отверстие пролез и пришел. И матом крыл всех. Кто его забыл, кто ключи закрыл. Как вы заходили через... Мы через 12-ю заходили. Через блочный? Нет, он зашел через 12-ю, через 110-ю лестницу. Ну, через самую западную, так скажем. А вышел, я не знаю, где он вышел, так никто с тех пор и не нашел этих проходов. Ну, как-то он вышел. А там через транспортный можно вниз туда. Там, где новая турбина лежала когда-то. Ну, она там лежит сейчас. Она все еще там лежит? Да. Ротор. Не сперли? Нет, а куда? Ну, там, от нее там я бы не удивился, слушай. Там сотни тысяч ПБ. Зато лопасти какой металл. Были попытки у некоторых граждан сделать из них ножи, но на попытках дезактивации это все заканчивалось. Ну, сотни тысяч ПБ частиц, это и не смываемо ничем, ни кислотами, ничем. Да. Снимали лопасти или пытались сделать? Ну, не снимали, вырезали куски, там есть там 2 или 3 этих самых лопатки вырезаны, такие буквально куски отрезаны. Ну, я говорю, не пытались, хотели сделать. То есть пытаться там было не из чего, потому что куда, ну, только что в маршзале, в центральном зале пользоваться этим ножом стропорезом. Персональный нож в объекте укрытия. Да. Ясно. А потом, у меня ситуация была экстремальная, когда быстро надо было, провели на легкой кровле замеры. И там есть лестница на южных клюшках, по-моему. Ну, она прям с южных клюшек на крышу маршзала, на высокую кровлю маршзала. И вот я привязал веревку для скорости спуска. Где-то тогда увидел, мне так это нравилось. Я привязал веревку сверху за верхние перила, и веревки хватало полностью донизу, до крыши маршзала. И лестница очень же, как его зовут, ну, почти вертикальная, то есть она очень крутая. Далеко за 45 градусов, так скажем. И я вот на плечо эту веревку себе, вот так вот в таком положении нахожусь. Уперся в стену ногами? Нет, я просто бегу, за веревку держусь, вот, почти 90 градусов к этой лестнице нахожусь. И вот я становлюсь на последнюю ступеньку в полный рост, и сзади веревка отвязывается мне в спину. Вот если бы это раньше, хотя бы на 10 ступенек выше. С Русланом была ситуация в центральном зале, по-моему, был Лапия. Он не успел снять это. Как Руслан, были тогда пластикатовые бахилы, и скользко было. Подскользнулся. И Руслан поскользнулся, и по этому бетонному языку туда спустился в туда зал. ходить нельзя. На попке. Серега не успел снять, просто это же
мгновение было. Ну, с ним работали лес. Вот, а потом спрашивают, а что вы без лепестков ходите? А что вы Расскажу. бахилы, блин? Расскажу. То, что бахилы понятно, то есть, ну, обувь должна быть резиновая, там какая-то Да, кожаная. ну скользко, блин, Не бахилы. капец просто. А респираторы, по поводу респираторов, вопрос такой, что пылеподавление проводилось каждую неделю по средам в центральном зале. И там было состав, концентрация аэрозолей радиоактивного воздуха, она была мизерная. Там даже вот другие помещения заходишь. Чище, чем на улице. Ну, нельзя так сказать, но чисто она вписывалась даже, по-моему, там в какие-то контрольные уровни, какие-то допустимые. И, то есть слой пылеподавления в этот момент составлял порядка сантиметра, наверное, уже, когда мы вот походы свои осуществляли. И на обуви после похода где-то было порядка 500-600 частиц. Фигня совсем, да. По сравнению на тот момент 2000 было разрешенный уровень был. То есть стойки были настроены на 2000 на обуви. Так что... Но это на укрытии. На укрытии, конечно. На БК-3. Да. Чтоб народ не думал, что там... Не, на укрытии. Там везде все было, там я не помню, дозы, по блоку я не могу сказать дозы. Ну и а так из экстремальных, в принципе, там все походы, каждый поход друг на друга не похож. Если там вот свинцовый желоб, кстати, есть, мы там обследование проводили с Чечеровым, Константином Павловичем, с Кошелевым и с Лапиганом проводили обследование Юры Еленко. Обследование места установки датчиков ИАСК. Это интегрированная автоматизированная система контроля. Там сейсмодатчики, датчики радиационные, измерения радиационных параметров, еще какие-то третьи датчики. И вот там есть где-то, мы сидим, мы там же в свинцовом желобе, ждем, по-моему, Константин Павлович, он там пошел в более грязное помещение, там тоже там были вопросы, что вы здесь сидите. Ну, мы не будем же товарища в беде не бросим в таком плане. Ну да, выбирается более-менее приемлемое для тех условий чистое место, там и отсиживаешься. Да. Это да, вот в принципе есть, вот, допустим, помещения, в которых фон 30 миллирентген, а за стеной буквально в 10-15 метров слоновья нога расположена. Это вот как это все. Ну вот как раз на видео есть кусочек. Да, сотня рентген, а здесь тебе 30 рентген в час, ты спокойно себе находишься. Ну да. Да, с небольшой дозой облучения, так сказать. И как долго ты проработал? 26 лет. И практически день в день. Я 22 мая устроился, а 19 мая через 26 лет я уже пошел увольняться. Скажем так, уволился в ноябре, но уже не работал с 19 мая. Вот, прошлого 18 года. А ты еще же успел поработать в ГУПе? Да, в группе управления проектом. Как тебя туда занесло? Как? Ты же, наверное, получал 2 зарплаты. Почему? Я получал 5 зарплат. Даже так? Единственное, из ГУПа выплаты, это были раз в году, в конце года была премия хорошая. Ну, хорошая там в размере оклада в плане, но это было то, что могли дать не от зарплаты станции. А так зарплата станционная, то есть я работал в цехе радиационной безопасности, был командирован в группе управления проектом, отдел обеспечения безопасности назывался. У нас было американец, англичанин, 2 представителя отдела охраны труда, Малышев и Дубинкин, и я. Ну, кстати, работа, чтобы было понятно, работа на блоке, она занимает минуты, редко часы. Все остальное это бумажная волокита. Это писанина. Один раз сходил, потом сутки-двое. Да, писанина, информация, передача, там эти... До 2000 года, когда был чистый объект укрытия, то работа в принципе занимала до обеда. Все работы, все по измерениям выполнялись. После этого, как правило, журнал с дозами, дозы перенес, журнал заполнил. Там... Ну, как правило, и дозы свою дневную к этому времени. Выбирал-то нет, так я же говорю, быстро, до часа. Доза выбирается до часа очень быстро. Поэтому там нечего было уже делать. Да. Остальное все. Приборы, дезактивация, дезактивация приборов, поверки. И как долго ты в ГУПе проработал до самого конца? Ну да, с 2002 года по май, ну немножко позже там распался.
Впечатление, С ними ты ходил, что тоже ж на блок? да, но не у всех там был допуск во все помещения в зоны ядерно опасной зоны, не было, у них не было допуска. Тебе допуск нужен? Нет, не было у иностранцев. А, У иностранцев не было. ну ты ж сам-то ходил. Ну, конечно. Не, ну, допустим, вот на кровлю они не могли там первые годы попасть, иностранцы. То есть, приходить, то есть, по факту, через меня к ним информация попадала о дозобстановке. Специалисты они очень хорошие. Вот сразу мы их воспринимали очень сильно в штыки. То есть, они консультируют нас, как нам работать на 4-м блоке. И вот эти же допсизы, которые сейчас в этой веке, тогда были пластикат. То есть, начиная с этого, вплоть до того, что даже какая-то кувалда проходит какие-то измерения, вплоть до этого. Мы тогда впервые, как видели, как кувалду покупают за 700 гривен, при долларе гривна 80, это для нас был просто шок. И ручка крашеная из такого дерева, и проверенная, столько раз ударенная. Но потом стало понятно, ну, что эти требования безопасности оправданы полностью. Но за столько лет, начиная с проекта стабилизации, ни единого смертельного случая на площадке. Это же о чем-то говорит, а работы выполнили у меня какие? И в каких условиях, что самое главное. Да. То есть да, были травмы, это опять они минимальные, там даже на пальцах можно их, мне кажется, за все эти, вот сколько там, 19-20 лет можно пересчитать. Хотел сказать по поводу проектантов. Вот как говорили, хорошо, на бумаге, да забыли про рай. При монтаже системы пылеподавления, модернизированной системы пылеподавления, это год 96-й, наверное, 97-98 скорее. Сейчас вот уже не помню. Ну, конец 90-х. Да, монтировали лестницу на контрфорсной стене между 51 и 59 отметкой. Ну, вот что проще, 51-59 лестница 8 метров должна быть. Они смонтировали лестницу, краном ставят, она на 3 метра выше. А фон 2,5 рентгена. Они ее опять снимают, внизу обрезают, дорабатывают, доваривают. Люди уже получили свои дозы. И, то есть проектанты, зачастую много было таких ошибок, которые вот где-то там проектанты сидят, но реалии они не видят и не знают. А что ты знаешь про караулку? Про караулку знаю, что как ее строили, знаю, что там оружейка была такая, там и бомбу бы не взяла. И потом, когда, ну, там... Если фундамент, все... Мощнейшая, арматура там, я не знаю, наверное, 40-ка, то есть там страшная была. Ну, караулка, вот, не караулка, а оружейка. Она в караулке. В том же доме. То есть она полуподвальная или подвальная, наверное, да? Вот этого я тебе не скажу. Я там ни разу не был внутри. Но потом, когда начали забивать сваи, вот эти там 1000 штук свай, то сразу фундамент пошел оружейка не выдержала. На глазах. Прямо трещины стали появляться на глазах. И потом после какой-то 10-й или 11-й сваи там было принято решение ее демонтировать. Так никто не... Зачем ее построили и в перспективе такого громадного проекта. Да. Ну, по караулке я сделаю отдельное видео. Я встречусь с людьми, которые знают больше, фамилии называть не буду. Они хоть уже и не работают, но, как говорят, бывших не бывает в этих органах. А по венттрубе, слушай, демонтаж венттрубы, насколько, как сказать, правильный был или безопасный? Как на меня... Тебя как-то коснулось? Ну, конечно, мы там все контролировали, естественно. Шибко грязная она была. Ну, она была... понятно, можно говорить уже, что. Нет, я не про это. Она была, соответственно, была с превышением. Соответственно, дозы после дезактивации трубы вот не помню опять какой год дезактивация проводилась. Тоже конец 90-х, по-моему. Когда площадки все чистили? Да. Ну да, это конец 90-х, может 98-й. После дезактивации, вот снимаемые, опять же, дожди, ветра, снега, снимаемой там загрязненности никакой не было. Фона... Ну это внешняя сторона, а внутри... Ну это когда демонтировали, можно было уже и внутри померить. Да там были, хорошие цифры были. Вопрос мне как вот простому обывателю, и я не руководитель высокого ранга, им виднее,
и зачем мы новую монтировали трубу, зачем вообще эти глобальные работы были. Но демонтаж, как для меня, он не нужен был. Ну, она же как бы там торец арки, упрется в нее, помешает. Но вот, как говорили руководство станции, Мгм. они говорили, что это все-таки скорее даже с правильной какой-то политической точки зрения убрать эту трубу. Как Чтобы не пустили третий блок. Не, как символ разрухи, как символ аварий, чтобы вызывать у людей какие-то положительные эмоции. Ну, вот какая-то такая формулировка была. И на это было не жалко херне, сука, миллионов. Ну, я тут не могу не судить, понимаешь, как. Людей там, ну, в допустимых пределах получалось, как бы прошло там, какое-то количество прошло из Укрэнергомонтажа. Вернемся к трубе, демонтированной. Да. Как думаешь, насколько правильно ли, так скажем, было организовывать место хранения ее в Машзале на 12-й отметке? А больше вроде как и нефти. Ну, почему? Ну, вывозить, хоронить, Ну, да. так а смысл это деньги громадные. Тут полностью контролируемый объект. В любом плане. И физзащита, и радиационные параметры. Все контролируется. Ну, так можно подойти к любым тогда отходам практически. Но они стали отходами только после демонтажа. До этого же они отходами не были, правильно? Ну, да. То есть, если бы не демонтировали, она бы себе стояла еще как весь конфайнмент. И ничего бы не случилось. То есть, смысл, ну, мне кажется, во-первых, материальные затраты очень бешеные на захоронение. Да. Во-вторых, это ее надо было еще и резать. Еще больше. плодить радиоактивные отходы опять же, за территорией вот эпицентра катастроф, грубо говоря. Ну а так превращать саму станцию в могильник? Ну почему это могильник? Ну ты настояла, просто могильник я грубо сказал. она потеряла, она просто поменяла свое местоположение и все. Она с 75-й отметки на 12-ю перебралась и все. Не более того. Маршзал не используется, площадя бешеные. Угу. То есть Ты уволился у нас в 18-м. 18-м. Надоело? Или решил, что я нахрен займусь чем-нибудь другим? Ну как сказать, у меня всю жизнь была любимая работа. Угу. Я свою работу очень любил. То есть в итоге получилось, что тетя тебя перетащила на то, что тебе потом Понравилось. Да. Работа мне очень нравилась. Угу. А ушел, как говорят, не проси у Бога, он даст. И перенесешь ли ты, что он тебе даст. Я все время хотел уволиться. Вот 50 лет я ухожу на пенсию. Очень надоел режим. Это в 5 утра вставать и в 5 вечера дома фактически рабочий день 7 часов, вот так 12, по сути дела. Ты постоянно находишься под колпаком Мюллера, да, как говорится. То есть любое нарушение, ты всегда связан с отделом физзащиты, там, вплоть до СБУ, с режимом, да. То есть, и в 49 лет там я приболел и пришлось уволиться, потому что болезнь несовместима с правилами работы. Это в 18-м году, да? В 18 году, да. Что болезнь несовместима просто попадает в список запрещенных при работе с ионизирующим излучением. Вот так. Я, в принципе, до 50 доработал, все равно бы уволился, конечно. Я тоже 49 ушел. Но я сознательно уходил. Ну я В принципе, тоже по той же, примерно та же причина, что она мне вот тут уже сидела. Станция, вот тут электричка, тут же, блин. Ну у меня очень сильно этот режим мне сильно давил. В последнее время сильно давил, да. Опять же, вот эти, вроде как, у тебя там и должность, да, и авторитет, и все равно, то есть ежегодные экзамены, это, мне кажется, они должны в такой форме проходить, в которой они проходят. То есть ты выполняешь работу одну, и, как правило, это узкоспециализированная какая-то работа. А экзамен должен сдавать по большому объему. Да. Ну, порядка 2-3 листов с одной стороны, А4 занимает печатного текста, это объем знаний, значит, даже для дозиметриста 3-го разряда. Я не говорю, там уже дальше пошли инженера и все остальные. Замначальники цехов, начальники цехов. Это
какой-то, ну вот, то, что экзамены плюс Медкомиссии каждый год. медкомиссия, как выяснилось, это хорошо. В Отслеживать. моем случае это хорошо получилось. Оказалось, Да, медкомиссия это очень хорошо. Тем более, вот здесь вот жену затянуть к врачу, это просто, это невозможно. Она говорит, я не хочу знать, чем ей, что у меня, как у меня, что происходит. Нет. У меня сейчас такая же фигня. Я не хочу голову проверять. А так я вот сейчас раз в полгода там на Киев. Да, и как бы и постоянно под контролем, в то же время страх какой-то все время появляется. Ну, ладно, о грустном не будем, будем о хорошем. А почему решил вернуться сюда? Не остался в Славутиче? У меня жена здесь живет, а жене еще до пенсии 5 лет, и смысл мне в Славутиче. Сидеть без работы в гараже. У тебя хороший гараж. Да. Ну, здесь, и опять же, здесь мне вот родной. Я вот хожу, у меня каждый выход мой в город, он все время вызывает какие-то эмоции, какие-то воспоминания. И опять же, нету, тут у меня воспоминания там с родителями, с бабушками, с дедушками. В случае, что воспоминания только со мной, и все. Это у дочки уже там будут воспоминания со мной, а у меня же ничего подобного. А дочь, кстати, сейчас на станции работает? Да, в этой лаборатории ИДК. Индивидуально дозиметрического контроля. Да. Итак, ответы на вопросы подписчиков. Попытаюсь. Да, что Ответить. сможешь, что Да. помнишь, Да. что найдешь. Ну, начнем с самого верха. Здесь про освинцованное стекло в операторской АЗМ. Там был интересный эффект статического электричества. При отключенных фонарях разряды под ногами были бешеные. Но заснять, к сожалению, так ни у кого этого эффекта не получилось. Мне Валера Шенгуров первый раз это показал. Ну, Сводил снять туда. было, к сожалению, Да, снять, да. к сожалению, было И невозможно. мы тогда была мысль заснять, а видео не было, на фотоаппарат это вообще на Мы пленочный, видео, тем мы более, видео без пытались, у нас не получилось. Мы Может, брали интересно, экшн-камеру, нету, блики не проходят. Почему-то не проходят, не знаю. Может, потому что абсолютная темнота, света недостаточно. Но если свет, тогда не видно бликов. То есть только в темноте в полной. Ну камера, видимо, не успела. То есть на камере вообще ничего не Вообще ничего. Темное все. То есть ни вспышечек, там, ну, про резкости вообще же не говорю. А на самом деле эффект очень поразительный. Ой, сказочный, да. Еще с таким с шелестом. Так. Да, с потрескиванием. Что там у нас дальше? Гуляют в аду, как в подвале многоэтажки. Это не ад, это простая работа. Будешь переживать, что это ад, ну, Лучше не ходить. с ума сойдешь просто, да. И никуда не пойдешь и работать не сможешь. Что же многие без респираторов, пыль же. Про пыль я говорил, что в принципе, Ее прибивало. да, концентрация аэрозоля была на низких уровнях, даже по сравнению с современным. Ну и в самом лепестке тяжело. Ну, опять же, сопротивление вдоху, влага, которая конденсируется, он в итоге перестает работать. Он Намокает и перестает перестает. работать. Смысл. Никакого смысла нет. Он только затрудняет само дыхание. Да, не более того. Ну, чем я сейчас занимаюсь? Сейчас я на пенсии, ремонт дома делаю. В принципе, живу, радуюсь жизни. Ну, это классно. Да. Вообще редкие пенсионеры, вот мне так кажется, редкие пенсионеры, которые долго-долго отработал на одном предприятии, уходят безболезненно с работы. Для кого работа стала уже жизнью, им тяжело остаться без работы. Нет, периодически бывает. Ностальгируешь? Да, периодически бывает, этого я не могу. Укрытие снится? Ну, этого я не могу сказать, не помню я. Но по крайней мере, пересматриваю иногда ролики. Вот с удовольствием фильм этот про Чернобыль посмотрел. Чернобыль HBO, который. Кстати, С удовольствием. Просто несмотря на все их сразу не смотрел. Ну, как обычно, вот я никогда не играл в игру Сталкер, ну, потому что в жизни это все гораздо круче, чем в игрушке. Тут ты физически ощущаешь все эти походы, перелазы. А фильм долго не смотрел, пока мне не начали по нему задавать кучу вопросов жители города Полтава. Я его пересмотрел, и я приятно поражен. Сняли хорошо, шахтеров голых не было, точно. Про водолазов, да, они готовились, но воды не было. Эти барбатеры
нами всеми исхожены, перехожены, максимум там по косточке, по какие-то. То есть, Не, в бассейне-то тогда была вода, они же ее спустили все-таки. Воды не было. плавать не надо Да, было да, в этой да, воде. да. Я про это хочу сказать. Мгм. Плавать не надо было. Ее Не надо в было. таких уровнях ее не было. Которые... А там до сих пор вода, вот до сих пор есть. Там, кстати, вот на тех съемках, которые я Мгм, передал, мгм. там есть отбор проб воды из бассейна. Ну, в бассейне, да, еще есть это. Да. Ну, там ее немного. И что интересно, после установки арки вода ушла сразу. И ушла крепко. Уровень понизился там во многих помещениях до 10 сантиметров. Ничего себе. А потом раз и опять появилась. Вот это длилось в течение где-то 3 месяцев. То есть Я как раз она там гуляла подбирал. или- Да. Вот как-то она испарилась, стало сухо очень, стало в воздухе пыль летать, Ага. видимая. Потом это все опять отсырело, перестало, и это было, интересно, это было и летом был такой эффект, и зимой такой эффект был. То есть независимо от Времени года. времени года. Да. Откуда там дожди, не знаю, но это как-то она- Откуда вода появляется. Да. Ну так же, как в этом. Кстати, ты же наверняка знаешь, радиационный фон внутри арки, он Ну, конечно. изменился? Вот возле укрытия он понизился, повысился. Нет, ну как он? Он Нет, какой ну, был, такой и остался. такой и остался, Куда он да. денется, конечно. Я почему спрашиваю? За аркой, да, фон упал очень сильно. Очень сильно. Очень сильно. То есть на входе было порядка 18-20 миллирентген. Сейчас, по-моему, на момент моего ухода порядка 3 милликов стало. Очень упал. То есть это возле арки. Вокруг арки, да, вся вот эта площадка, действительно, работа по дезактивации проведена бешеная. Вот это бетонирование, это все не зря. Ну и плюс сама арка закрывает. И арка, естественно, закрывает, естественно, что поглощает. Мгм. Вопрос, Саша, там намерили 10 рентген и более. Хотелось бы там более конкретных цифр. Ну, уровень радиации варьируется от 1,1 миллирентгена. Это то, что можно там минимально, допустим, измерить теми приборами, которыми там сейчас пользуются или пользовались мы тогда. И до, естественно, до сотен рентген, до 1000. Я лично измерял прибором КДГ, измерял 1000 рентген в час. Это было от сборки в центральном зале. Ну, это было очень быстро, это было. И неожиданно наткнувшись на эту сборку, так скажем. А в какой части зала? Ой, какой части зала? Это возле подвесок. А, где свежий туда? Да. Всё. Возле подвесок, да. Там, я сделал вывод, что это кусок графита, но может это и сборка была, то есть где-то рядом. Не, ну сборка Графит, обязательно. Да. Я сомневаюсь, что Ну, графит графит- столько светил. Да. И опять же все, как там, страшно, не страшно, время, расстояние, все. Ну, в основном время. Лучшая защита. Да, Время и да, время и расстояние. Как люди, с которыми я работал в архивных видео, они еще живы. Многие умерли по естественным причинам. Как правило, основной процент людей дожил до 60 и за 60. То есть вот наш руководитель Данченко Юрий Григорьевич, по-моему, 80 с чем-то умер. И просто вот от старости. Да, некоторые умирали от разных болезней. В 50, но это происходит, как я сейчас наблюдаю, во всех городах очень индивидуально. Все от головы зависит. Да. Как ты будешь об этом думать, так и тебе и будет. Будешь бояться, умрешь от радиации. Пишут, мне одному кажется, что на заднем фоне батюшка молитвы читает. Это было правило в принципе всех режимных объектов в то время. Радио должно было быть всегда включено. Потому что все команды от начальника смены станции передавались по радио. Там не было ни системы оповещения, только гудок был. А остальные приказы, которые мелкие, так скажем, они все передавались начальнику смены. Рабочие, оперативные. Да, по радио. То есть радио всегда должно было быть включено. Так что это не батюшка, это радио. Это радио, да. Радиация не ощущается, об этом знает каждый школьник, но когда видишь кадры расплавленных масс и рядом стоящих людей, которые просто общаются, абсолютно не ощущая полей, жесть ужасная. Ну, опять же, это все время, за короткий период времени получить допустимую дозу облучения, все равно это должен кто-то обследовать должен, все равно должен кто-то узнавать поведение этих масс во временном каком-то Во отрезке, времени, да, правильно? как они меняются. То есть, да, измеряя напрямую близко, там 700-800 рентген было, 600, но это на удалении, допустим, 2-3 метров у тебя датчик
телескопический, и ты не сидишь же на этой слоновьей ноге, на этой куче. Большая такая куча. Да, дозиметрист без дозиметра, как снайпер без винтовки. Ну да, мы действительно, тот поход был, во-первых, это было спонтанные съемки абсолютно были. И тем не менее, там у нас не видно на съемках, у нас в карманах были мазки так называемые. Мы снимали уровень снимаемой загрязненности, и потому, соответственно, без прибора. Без прибора просто... Кожедуб Марзали что-то мазал. Да, соответственно, приборы, то есть каждый дозиметрист, пройдя объект укрытия, знает практически 100% радиационную обстановку наизусть. Это просто необходимо. Потому что приходится иногда принимать решения быстрые, мгновенные, куда кому пойти бригаду вывести. И, ну как-то так вот. А Игорь жив, если заметное ухудшение состояния здоровья. Как мне написали врачи, все состояние возрастных изменений. Прям жив, здоров. Да, прям в карточке так и написано. Да. Как еще раз, очень интересная фраза. Все в пределах возрастных изменений. Слушай, какая замечательная фраза. Мне тоже понравилось. Я думал, у меня там где-то что-то заболело, оказывается. Нет, это нормально, возрастные изменения. Медики все это учли. А по поводу того, что мы здесь ходим спокойно, и как кому-то там показалось, что ничего не делаем, на самом деле это хорошо, когда у врачей, у пожарных, у дозиметристов нет работы. Это значит, что все в норме. Да. А если, и по-моему, не знаю, фраза то ли Щербиной была, увидев бегущего дозиметриста, персонал приходит в панику. И потому Щербина мог такое сказать. Потому дозиметрист должен ходить степенно и важно, никакой беготни. Вот, кстати, буровые установки до сих пор простаивают внутри объекта укрытия. Конечно, простаивают, а куда их уже? Их только захоронить. Они десятки тонн весят, их вынести, это людские ресурсы. Да и они грязнючие. Ну и грязнючие, только захоранивать. Да, пусть уж там и конечно захораниваются. Да. Ну и на вопрос, что они там делали, я уже ответил. Работали. Да, работали. И фиксировали свою работу на память. Да. Была такая возможность. Далеко не у всех. Это, я бы сказал, это была единственная возможность именно в этот день. Нам тогда позволили взять камеру и что-то пойти поснимать, хоть что-то. Так бы даже этих съемок не было. А вот про шпальные выкладки, почему она горела, поджигал кто-то. Шпальных выкладок, на самом деле, их несколько. И они находятся в разных помещениях. Одно в 805-3, а второе, я не помню, на какой-то там 49-й отметке, там еще их 2 штуки, по-моему. Горела она из-за замыкания, как было потом не версия принята, а официальное заключение, из-за короткого замыкания в сети. А я думал, это каких-то. Там ничего не проводилось. Это в 805-м, по-моему. Да, в 805-м, 3-м. Это был единственный день, мы шли на работу, из трубы ВТ-2 шел дым. Вот мы шли с электрички, и дым, и вот, можно сказать, валил даже. А потом уже, когда зашли на блок, дым был везде. Это помещение 31-й отметки, у нас на 10-й, в 328-м было, все дымом пахло. Потушили тогда Леха Шлюпиков и 2 пожарных. С помощью, по-моему, 1 или 2 огнетушителей всего лишь. Ну, а потом уже проекты обработали, все эти шпальные выкладки обработали противопожарные. Они же просто смолой еще пропитаны, поэтому Криозотом, да. Поэтому и коптило, дымило так. Да. Поля, фанат на тот момент были там от 1 до 2 рентген возле этих шпальных выкладок. И... А 85-й это же вентцентр какой-то над ГЦНами. Да. Правильно. Ну что там же как раз люк туда к ним. Да. Из 402-го люк наверх в эти помещения. Смотри. Еще помню. Так не, Валера туда водил первый раз. 500 рентген в час, нахрен они туда полезли. 500 рентген в час, я там от кучи ТСМ, а мы находимся в фоне порядка 70-80 миллирентген в час. Разница, рентгены и миллирентгены. Да. Как было написано, тогда Вова Кожедуб говорил, фотографии газете «Труд» в 88 год, по-моему, он сидит, вот просто сидит за прибором, да, написано внизу в логове монстра, и потом в статье написано, радиацию нельзя почувствовать, ее можно измерить с помощью прибора или опытного дозиметриста. Такая фраза. Так что мы все опытные без приборов. Да, опытный дозиметрист всегда прикинет, по крайней мере, порядок. По поводу воды фонить, вода фонит от растворенных в ней радиоактивных элементов.
Я лично мерял от литра воды 50 миллирентгенов в час вплотную было. Мгм. От банки с водой. Казалось бы, вода должна экранировать, но было там... Там взвесь, видимо, в ней была Да, растворенная. да. Ну, мутноватая была, так скажем. Да. Ну и тоже люди работают бок о бок со страшной опасностью, все так буднично, как будто работают во вторую смену на заводе по производству мармелада. Все со временем приходят к тому, что с опытом работы, к тому, что ты работаешь спокойно. Спокойно и уверенно. И я не один такой вот уникальный. Все дозиметристы, все инженера, которые прошли через объект укрытия, все работают спокойно, все профессионалы своего дела. Мгм. Просто я попал в кадр, а они не попали. На укрытии другие не задерживались просто. Да, очень быстро уходили, очень быстро. Понимали, от что месяца это- до года и быстро уходили. Я, честно говоря, таким людям был просто признателен. Ну, а там спрашивали, почему в факах? Ну, потому что ничего не отапливалось. То есть там холодно зимой и летом, в принципе, на блоке. Там же батареи были какие-то. Ну, это вот, они... в частности, допустим, трошки- в файке находится человек, вот он сейчас зашел, постоял, вышел. То есть. Мгм. И даже при выходе в соседнее помещение там уже было далеко нулевая. Я был в помещениях под резервным пультом управления, там, по-моему, минус 6, чуть ли не отметка даже. Там единственная такая минусовая большая. Мгм. В июне месяце там лед был. Там вода была полностью промерзшая. И потом, когда я был уже в октябре, то появился слой воды где-то сантиметров 20, наверное. То лед, в принципе, круглогодично не тает там. И сейчас, наверное, то же самое Да, происходит. скорее всего, да. Игорь, очень рад был побывать в гостях. Так получается, что именно тот материал, который ты мне когда-то дал, и которого я потом сделал вот этот ролик, побудил меня заехать. И мы, благодаря Этому нашей встретились. работе когда-то, я побывал у тебя в гостях. Если бы не это, я не знаю, я сомневаюсь, что... Ну, я тебе скажу, многие хотят, но мало кто заезжает. Вот сын твой молодец, заехал. Вот. Поэтому я очень рад, что мы наконец-то здесь побывали. И, возможно, еще заедем когда-нибудь. Я с радостью. Вот. В общем, спасибо тебе. Вот. И вам спасибо, что заехали. Главное, чтобы, да, как там, возрастные изменения протекали медленно. Меня сбил. На этом мы заканчиваем. До следующих встреч. Будем жить. Запиши. Я пишу. Пишешь? Молодец. Васька смотрит в экран, мужик шатается по территории, не причесанный, ну в смысле неконтролируемый, без дозиметра, без оперативного. Вася побежал, заходит Валентин Ипполитович с Васей Скудрейко. Василий начинает ему рассказывать, что надо какие-то объяснительные писать, кто вы, что вы. А говорит, я Валентин Ипполитович Крупный, директор объекта укрытия. И потом было собрание, где-то через месяц он собирал всех в целях знакомства, все цеха собирал по укрытию. И вот выразил восхищение действиями дозиметристов, что ни одна мышь не проскочит без дозиметра, без контроля. Вот такая была ситуация. Ну, когда он назвал свою должность, немножко мы перетрухнули, конечно, что все-таки целый директор. Но опять же, все в белых одеждах не видно, кто директор, кто работник. Конечно. Да. А то еще и незнакомое лицо. Как правило, после обеда людей на территории, на площадке никого нет. Да, после обеда уже никого нет. И тут такой раз поймали сразу такую рыбу. Крупную рыбу. Да, крупную рыбу поймали. Это был первый приход от Валентина Ипполитовича на блок.